Шалом, дорогие жители планеты Земля! Мы продолжаем серию проповедей на книгу Танаха. И сегодня у нас особенная книга, которая отличается от всех книг Танаха. Потому что если Танах, Священное Писание, все 23 книги, они называются святыми, то эта книга Песни Песней называется Святое Святых. Это особенная книга, которая имеет связь и с высшими духовными мирами, с бесконечностью. И ее особенные тайны выражены. И вот сейчас мы продолжаем именно следующую главу, 5, где именно говорится в 2 стихе: «Се стою у дверей и стучу». Бог стучится в сердце человека, народа, и просит, чтобы его пустили. Душа, которая не знает час посещения ее, когда Господь зовет, призывает ее, то не открыла Богу. Потом начинает искать Бога и не может найти Его, пока не искупит свою вину за то, что отвергла Бога. Так мы говорили на наших беседах, когда изучали книгу Притчи, где первой уже книги, главе 1 книги Притчи, премудрость начинает трудиться, звать именно народы, слышать ее заповеди, наставления, но они не принимали, поэтому она говорит: тогда я поступлю с вами так же. Поэтому Господь стучится в сердце, особо сегодня через Христа, через Его жертву, которую Он ниспослал и дал людям. И если человек отвергает эту жертву, потом он именно будет проходить путь страдания, чтобы очистить свое неверие, свое жестокосердие, как было очищение над фараоном. Мы изучали Тору, говорили об этом. И вот мы видим, что Господь также будет поступать, как сказано в Авдии, пророка, 1 главе 15 стихе, что так будет поступлено с тобою, именно воздаяние обратится тебе на голову. Как ты поступал, так будет поступлено с тобою. И вот мы видим, что здесь в таком состоянии находится именно народ или семья, или в оригинальности человек, которому стучался Господь, и он отверг этот зов премудрости Божественного Духа, который звал. И сегодня мы должны особенно обратить внимание на то, что наш Создатель, Господь, Он зовет нас сегодня. Бог говорит: признай только вину твою. И Господь принимает, восстанавливает. Мы читаем в Иеремии 2 и 3 главах, где Господь призывает всякого человека, потому что сказано в Царств, мы читаем 2 Царств 14:14, что Господь, Он помышляет даже о том, как бы отверженного не отвергнуть. Его помышление о том, чтобы всякая душа была спасена, как святой Павел пишет, 1 Тимофея 2:4, его желание, чтобы все люди спаслись, его желанием всех именно, чтобы они пришли к Нему. Поэтому Он сотворил заранее, зная, что человек будет падать, согрешать, и Он сотворил тшуву, покаяние, как сказано, и Христос был заклан прежде создания мира. То есть эта жертва уже была назначена заранее для того, чтобы очищать людей посредством этой жертвы, приближать их. Они вновь могут прийти к Богу, очиститься кровью Христа, и не надо проходить очищение через страдания и смерть, как это приходилось многим сынам Израилева, через страдания, через смерть, как сказано, не будет прощено, пока они не умрут, и так далее. Поэтому да благословит тебя Господь, чтобы ты принял эту жертву, пришел в себя, как в Луки 15 главе мы читаем, блудный сын пришел в себя и сделал выводы, сказал: пойду я к отцу моему. И Отец с любовью, радостью принимает, как мы читаем в этой главе. Он примет и тебя, как бы ты ни упал, как бы ты ни согрешил. Господь
примет тебя, ибо нет такой вещи, которая могла бы отвергнуть тебя. Раскаянием, истинное покаяние, оно восстановит тебя и поднимет тебя еще более выше на духовные ступени. Поэтому сегодня я призываю тебя прийти и покаяться. Сегодня особенно в нас месяц Элуль, месяц целый покаяния, где мы особенно подготавливаемся мысленно, действиями, творим милостыни, все в эти времена, чтобы очиститься, потому что приближается Рош ха-Шана, Новый год, где Господь будет решать, какой определить статус целого года, кому умереть, кому дать жизнь, кого благословить, и все это решается. Поэтому еврейский народ целый месяц пребывает покаянием, зная силу покаяния. Арбидекемен, орбалаудиссалеманекарманакемен, ликаман гутекемен. Ибо покаяние может очистить нас от всех грехов и приблизить нас к Создателю. Орбелекемен гутерменекемен. И мы будем такими желанными, как прежде, до грехопадения. Орбиден, он восстановит с нами тесный контакт, любовь между Отцом и Сыном, Келман и Гемен, как показано нашим Господином Иешуа Машиахом в Луке 15 главе. Поэтому я призываю тебя, приди, дорогой, сегодня и покайся, и Господь примет тебя. Аминь.